Фрустрация может стать драйвером для новых достижений, а может довести до депрессии. Давайте разберемся, что это за состояние, из-за чего оно возникает и как на него реагировать. Итак, фрустрация – это особое эмоциональное состояние, возникающее, когда человек сталкивается с какими-либо препятствиями, не может достичь своих целей, и удовлетворение какого-либо желания или потребности становится невозможным. Фрустрация может возникать как вследствие столкновения с внешними преградами, так и при внутриличностном конфликте, и обычно она сопровождается такими признаками, как разочарование, раздражение, тревога, отчаяние и даже гнев. В общем, если вы испытываете дикий стресс на работе, преследуете цель, которую невозможно достичь, пытаетесь найти решение проблемы, а его все нет, вы легко можете впасть в состояние фрустрации и даже этого не понять. И помимо уже существующих проблем, столкнуться с еще большими проблемами. И в общем, если сказать грубо, еще больше себя закопать. Фрустрация – это не всегда плохо на самом деле, поскольку она может быть полезным индикатором в жизни человека и, как следствие, может выступать в качестве мотивации к изменениям, так сказать, пинок к действию. Однако, когда это приводит к гневу, раздражительности, стрессу, негодованию, депрессии, потере уверенности в себе и беспокойству, когда возникает чувство смирения и когда кажется, что вы готовы сдаться, тогда это эмоциональное состояние может быть разрушительным. Затянувшееся состояние фрустрации в конечном итоге приводит к истощению. Что же с ним делать и как бороться? В современном мире мы с большей легкостью обращаемся за помощью к специалистам, и это действительно хорошее решение. Но с состоянием фрустрации вполне возможно справиться самостоятельно. Итак, когда вы чувствуете, что по каким-то причинам, неважно по каким, впадаете в состояние фрустрации и испытываете эмоциональный дискомфорт, когда вы недовольны собой и тем, как воспринимаете мир вокруг себя, прежде всего, найдите возможность хотя бы на короткое время уединиться и погрузиться в свои ощущения. Не пытайтесь проанализировать их и понять на логическом уровне их причину, попытайтесь их увидеть для начала. Будет здорово, если у вас получится представить это как внутренний живой образ и пообщаться с этим образом. После того, как получится это сделать, важно понять, почему этот образ, то бишь состояние, возникло, откуда оно пришло, чем вызвано и какие действия необходимо совершить, чтобы почувствовать себя лучше. Как говорят психологи, схема для выхода из состояния фрустрации на первый взгляд выглядит понятно. То есть по факту нужно разобраться, какая потребность была не реализована, и понять, каким образом ее можно реализовать. Тут вопрос в следующем: умеет ли человек осознанно, последовательно и качественно проделывать эту работу? Потому что шаблона к решению возникшей проблемы не существует. Маршрут удовлетворению потребностей строится персонализированно. Плюс в том, что каждый человек эксперт по самому себе. И у каждого есть ресурс заглянуть в себя, в свой опыт, в свое прошлое. Опыт, прошлое и понятие себя на глубинном уровне могут подсказать, каким образом раньше решались подобные проблемы. Для тех, у кого возникают сложности оставаться наедине с собой, либо заглянуть внутрь себя, есть также другие способы. И вот несколько шагов, чтобы определить причину вашего состояния фрустрации и понять, что с этим делать. Для начала можно рассказать о своих чувствах тому, кому вы доверяете. Когда вы проговариваете вслух проблему, это может помочь вам разобраться в своих чувствах, вместо того, чтобы держать их в себе. Если такой возможности нет и выговориться некому, можно начать вести дневник. Записывая свои чувства и переживания, позволит вам получить представление о происходящем и понять, откуда оно пришло и что с ним делать. Еще один совет, который прозвучит весьма банально, он уместен для тех, кто поставил для себя огромные цели и все никак не может к ним прийти. Для того, чтобы руки не опустить и продолжать движение вперед, нужно попытаться найти альтернативный способ достичь своей цели или изменить план действий, потому что пока вы ничего не меняете, вы стоите на одном месте. Также специалисты советуют, важно осознать, что вы можете изменить, а что нет. Принятие ситуации может облегчить чувство фрустрации, когда вы понимаете, что не контролируете то, что произошло, и вашей вины в этом нет. Ну и напоследок от себя хочу сказать, что, конечно, очень помогает заниматься физическими упражнениями. Это повышает уровень эндорфинов в организме и позволяет снять стресс. А далее более с холодным рассудком подойти к решению той или иной проблемы. Подводя итог, хочется сказать, что признание и принятие фрустрации – первый шаг к ее преодолению. На этом наше видео подходит к концу. Надеюсь, вышеизложенная информация была для вас полезной. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!